Российский шахед ударил по дому в Тернополе. Двое погибших в пожаре в Башкортостане. Нападению на пенсионерку в московском метро. Сегодня понедельник, 2 декабря, в студии Кирилл Седов. Для вас все самое важное к этому часу. Российские военные снова атаковали Украину. Тревогу объявляли в 10 регионах. Всего по украинской территории было выпущено 110 дронов. Силы ПВО сбили 52 из них, 50 пропали с радаров, 6 покинули контролируемую зону, 1 остался в воздухе. Это следует из сводки командования ВСУ. В Тернополе под обстрел попала жилая пятиэтажка. В доме вспыхнул пожар. О последствиях российского удара рассказал глава Тернопольской областной администрации Вячеслав Негода. По его данным, 1 человек погиб, еще несколько ранены. Повреждены окна зданий, школы, десятки машин, линии электропередач. Половина города осталась без света. Системы ПВО сработали и в Киеве, но о последствиях не сообщалось. ВСУ не хватает сил для возвращения утраченных территорий военным путем. Такое заявление Владимир Зеленский, президент страны, сделал в интервью японскому изданию Kyodo News. Президент отметил недостаточную поддержку партнеров и призвал НАТО ускорить переговоры о членстве Украины в Альянсе. А канцлер Германии Олаф Шольц впервые за 2,5 года посетил Киев. Как пишет издание Bild, он обсудит с Владимиром Зеленским возможные условия для мирных переговоров. Шольц также пообещал Украине дополнительную военную помощь на сумму 650 миллионов евро. Ее предоставят до конца года. Зеленский, возможно, попросит ракеты «Таурус», но, по данным издания Zeit, их поставка маловероятна. Шпигель предполагает, что визит Шольца может быть связан с его предвыборной кампанией перед парламентскими выборами, которые, возможно, пройдут в феврале. К новостям экономики. Продукты для новогоднего стола в России подорожали больше, чем на 11% за год. Об этом пишут сегодня «Известия» и «Российская газета» со ссылкой на данные Rusпродсоюза. Сильнее всего из новогодней продуктовой корзины за год подорожал картофель. Цены на него подскочили сразу на 65%. Красная икра выросла в цене на треть. Замыкает тройку лидеров сливочное масло. Его стоимость увеличилась на 31%. Если вы смотрите нас из России, расскажите, есть ли рост на эти продукты в вашем магазине, поделитесь своими наблюдениями в комментариях. Напомню, что официальная годовая инфляция сейчас в России составляет почти 9%. В России счет уголовных и административных дел за публикации в соцсетях идет на десятки тысяч. Издание «Новая газета Европа» насчитало с 2010 года более 30 тысяч таких дел. Основные платформы, где силовики ищут подозрительный контент, это ВКонтакте и Телеграм. Первоначально дела касались экстремизма, но со временем список запрещенных тем расширился от символики ИГИЛ и наркотических изображений до критики властей и оскорбления чувств верующих. Пожар в Башкортостане. Погибли мальчик и женщина. В селе Краснохолмске загорелась квартира на 1-м этаже. Беременная женщина успела вывести 3 детей благодаря пожарному извещателю. На 2-м этаже мать спасла 2 детей, но 4-летний сын погиб. В другой квартире найдено тело 70-летней женщины. Пострадали 6 человек, 2 госпитализированы. Это данные МЧС России. В Новосибирской области тоже пожар. В Искитиме загорелась АЗС. Вспыхнули 2 емкости по 10 кубов. Водитель бензовоза и сотрудница АЗС получили ожоги. Их отвезли к больницу. К тушению привлекли 15 пожарных и 4 единицы техники. К другим происшествиям. В московском метро на станции Марксистская мужчина напал на 73-летнюю женщину. Он выхватил у нее сумки с деньгами. Пенсионерка пыталась догнать грабителя, но не смогла. В одной из сумок был кошелек. В нем было 7,5 тысяч рублей. Злоумышленника задержали. Он признался, что совершил преступление из-за нехватки денег. Возбуждено уголовное дело. В Ленобласти задержали мошенников, оформлявших займы через взломанные аккаунты госуслуг. Преступники использовали неактивные сим-карты и доступ к персональным данным. Деньги выводили через посредников. Изъяты телефоны, сим-карты, банковские счета и база с данными пострадавших. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». В Гвинее на футбольном стадионе Мзерекоре произошла давка. Погибли 56 человек, включая детей. Трагедия случилась во время финала местного турнира. Конфликт начался после спорного судейского решения и применения охраны слезоточивого газа для разгона болельщиков. Оппозиция требует расследования. Она обвиняет власти в использовании турнира для поддержки политических амбиций президента страны, пришедшего к власти после военного переворота в 2021 году.
И это все новости, о которых мы вам хотели сегодня рассказать. Поставьте лайк этому выпуску, подписывайтесь на наш канал. Если вы чаще бываете в Телеграме, то наши выпуски можно найти и там. Ссылка в описании. Обязательно увидимся. Пока.